Поехал. Привет, друзья, это Технозон. Сегодня у нас онлайн-обзор. Это совершенно новый формат для нашего канала. Это онлайн-обзор приставочки. Почему онлайн-обзор? Потому что мне не поверят, если я это сделаю в форме записи. Поэтому мы будем сейчас с вами это все обозревать, разбирать. То есть мы сделаем полный онлайн-обзор. Тех, кто мне не верит, что здесь происходит, вернее, тех, кто не поверит в то, что здесь будет происходить. Как-то так. Итак, H96 Max X4 на процессоре AMLogic S905X4. Все так ждали, все думали, что получится новинка крутая, что будет все отлично. Ну, давайте распаковывать и одновременно будем общаться. Что же это такое? Я ее уже распаковывал. Это вот такая вот приставочка H96 Max X4, видите, 8К Ultra HD 4К. Здесь у нас есть надпись, что это модель X4, 4х64. Вот так вот. Видите, есть у нас даже надпись S905X4. Что еще в комплекте-то у нас есть? У нас есть адаптер питания. Есть вот такой вот хреновенький пульт и HDMI кабель. HDMI кабель нафиг, хреновенький пульт нафиг. Ну, адаптер питания пока оставим. Коробку можно убирать. Что у нас получилось? Я вам рассказываю предысторию. То есть сейчас я вам буду показывать, как это у нас шло по порядку. Вы видите сейчас экранчик. Вы видите, что я эту штуку заказал. Вот видите, у меня в магазине Extreme Codex Store $50 91 цент. И как бы получилось. Вообще я всегда заказываю, многие, кто у меня есть на канале, они знают, что я всегда заказываю по 2, по 3 образца для того, чтобы сравнить в разных магазинах. Так вот, вот этот образец был заказан в одном магазине, тот, что вы видите, заказан был в другом магазине. Дело в том, что уже на FOPD пишут, что у меня непроверенные продавцы. Но знаете, как интересно получается? Дело в том, что те, кто это пишут, они, наверное, не знают структуру работы Алиэкспресса. И по ТВ-боксам есть 4 основных конгломерата, как я их называю, потому что, например, Вонтер, Play Store и еще пару магазинов — это один конгломерат. Тот продавец, который у меня сейчас под видео, там всего 5 заказов, и он только сделан 8 числа, это другой конгломерат, в который входит China Box Store, SZ Box раз, SZ Box 2 и вот этот вот магазин, и еще 4 магазина. То есть это проверенный продавец, несмотря на то, что конкретная ссылка ведет на магазин, который создан на ну, буквально тут 8 числа прошлого месяца. Так вот, что же получилось? Мы видим, что у меня сейчас есть здесь в заказе H96 Max X4. Я получил это дня 3 назад и ждал, пока придет второй. Но когда я зашел в отслеживание товара, то я увидел, что у меня аннулирована доставка. Она аннулирована доставка. Дело в том, что мне уже вернули деньги, вернее, поставили возврат. То есть, видите, завершен, потому что я там мега какой-то платиновый покупатель по их меркам. Они мне вернули за полчаса. Разбор полетов, у меня спор был ровно полчаса. Меня навело на мысль, а что ж там не так-то в этом всем деле? И еще вчера я ее включил, долго тестировал. И получается, что здесь, ребята, стоит не AMLogic S905X4, а AMLogic S905X3. Я, ни для кого не секрет, что я общаюсь с производителями, и SDK на 905X4 процессор был выдан только Mi-Cool и Verizon, которые являются сертифицированными Android TV устройствами. А здесь, мало того, что здесь не Android 10, мы сейчас с вами будем его включать, в принципе, будем одновременно смотреть онлайн, о чем я говорю, и потом мы его разберем. Мы его сегодня разберем как в доказательство того, что это действительно этот бокс. Чтобы мне не говорили, что я там что-то смонтировал, подменил. Вот эта вот штука, конкретно вот эта модель продается как минимум в 99% всех магазинов. Так, сейчас подключаю. Тын. Опа. Сейчас у нас заведется бокс, по идее должен завестись. Ждем. Давай, ты у нас включился?
Сейчас посмотрим. Ага, питание же еще надо включить. Так, питание. Питание. И включим мышку. Видели, загорелся? H96 Max Ultra HD. Как красиво, да? Сейчас ждем. Да, на форуме очень много всякой ерунды пишут. Сильно не обращайте внимания. Да, пошли они нафиг. Так. Что там? Ребят, всем привет. Да, ребят, всем привет. Камера трясется на столе, наверное, стоит. Нет, она не на столе стоит. Это я просто менял ракурс. Должно было. Слушайте, ну загружается, не загружается? Что она вообще делает? Такая интересная камера. Давай уже появляйся. Все, появился. Ура. Мы видим, что у нас здесь написано X4. Да? Все видят X4? Поехали в настроечки. Здесь у нас есть, вот в настройках устройства, если мы пойдем в обустройстве, то мы увидим, что у нас Android 10, версия H96 Max X4. И вроде бы все, ну, как бы думают, все норм, все хорошо. Но когда мы начали тестировать, во-первых, мы пытались, ну, тут сразу все было видно в AIDA. Мы заходим в AIDA 64, и мы видим, что это платформа Franklin. Написано, что это H96 Max X4. И когда мы переходим на центральный процессор, то подвисаем. Отличить S905X4 и вот эту вот фуфляндию можно, ну, откровенно говоря, достаточно тяжело. Процессора. Ну, разница в 0,1 ГГц. Это не такая уж и большая разница. Но здесь стоит четырехъядерный Cortex A55 по 1,9 ГГц. Меня тогда напрягло, что это не 905X4. Если мы пойдем, ну, за отображение отвечает все тот же Mali G31, все нормально. Теперь переходим в Android. И вот здесь самый большой сюрприз. Версия Android 9. Уровень API 28. Дело в том, что на Android 10 уровень API 29. Здесь 28. Поехали дальше, смотрим. Ну, температурные датчики есть, но подтверждение того, что это S905X4 должно было быть, это наличие кодека AV1, которого просто-напросто здесь нет. То есть мы сейчас пролистываем все, здесь есть AVC, есть все что угодно, но нет AV1 кодека. Поэтому, ребят, вот есть VC1, скорее всего они, я думаю, решили на этом выехать. Есть VP9, AV1 кодека нет. Есть AVC опять все тот же. Все, AV1 нет. Ребят, и получается, что это реально 905X3. Давайте его вскрывать сейчас. То есть обозревать я его дальше не вижу смысла, потому что обзор на H96 Max X3 у меня есть. Если это H96 Max X3, то какой смысл мне его обозревать? Вот объясните. Так, будем сейчас разбирать. Так, кто у нас там пишет? За что бан на FOPD? Это так было. Разблокируем, напишите мне в личку. Так, Виталий, пишите, как вы прописаны в телеге. Ага. Ребят, ну это не камера, это у меня в ноутбуке. Дело в том, что камера, которая снимает ведущего, она направлена на бокс. Сейчас мы будем включать с вами камеру для, скажем так, для разбора полетов. И будем разбирать сей знаменательный бокс. Так, ребятки, смотрим. Все, норм, видно. Что у нас тут есть? Во-первых, пленку нафиг. Эти пленки не люблю. Слушайте, ну вообще подделка. Подделали не продавцы. Подделали не продавцы. Я уже общался с продавцами. Продавцы в тихом шоке. Откровенно говоря. Ну, ребят, так как эта штука будет идти на расстрел, особо церемониться для сохранения времени
2, 3. Все, есть. То есть, ребят, здесь есть у нас написано S905X4. Но у нас вообще очень интересная ситуация. У нас, блин, вообще, вот я сейчас смотрю на нее. Вы меня видите, да? Ну, сейчас появится звук, не переживайте. У меня уже есть он в программе. Они сделали здесь S905X4 надпись. Но это S905X3, ребят. Вот хоть убейте меня, это S905X3, потому что в нем нет ни AV1, в нем нет частоты 2 ГГц, и в нем нет элементарно Android 10, а S905X4 SDK у него на Android 10. Android 9 для S905X4 не существует. Вот так вот. Вот так вот. То есть фактически, ребята, мы имеем классную подделку. У него 4 затерта. Смотрите. То есть 4 у него затерта. Я думаю, что вот вообще, ну, короче, как-то интересно. У него надпись не родная. Смотрите, если мы посмотрим с вами, блин, не знаю, как видно, если вы посмотрите на на микросхемы рядом с процессором, там четкие надписи, посмотрите на надписи S905X4, 9 смазанная, 4 смазанная. То есть на него наносили, на этот камень, просто-напросто интересна надпись. Ребят, ну это 905X3. Я могу вот сейчас даже его опять... Ой, слушайте, на такой жвачке вообще, такая термопрокладка хреновая. О, не знаю. Слушайте, а есть интересный момент. Аня, дай, пожалуйста, белый кабель для прошивки ТВ-боксов. А давайте попробуем сейчас качнуть какую-нибудь прошивку для H96 Max X3. Ой, да, USB. И попробуем его прошить. Вот и можем, кстати, пообщаться пока. Что? По ID? Слушайте, мы же можем с вами посмотреть, мы сейчас сделаем проще. Ребята, блин, спасибо за классную подсказку. У меня же есть, немножко это будет долго, но мы сейчас с вами все это сделаем очень красиво. Ох, как мне нравятся китайцы. Сейчас мы все разрулим. И будет понятно, какой это процессор, потому что я могу посмотреть в терминале какой-то проц. Сейчас все узнаем. Даже прошивать не будем. Даже морочиться не будем. Сейчас он включится. Хрен с яйцами. Ага. Все, он включился. H96 Max. Как вы, интересно, нас жахнули-то, ребятки? Профессионально даже чип подделывали. Ну, если вариант того, что здесь S905X3, но кастрированный без AV1 кодека и на 1,9 ГГц, то это тоже вообще не вариант. Вот я серьезно говорю. Но нет, мы сейчас докажем все-таки, что это S905X3. Дай мне клавиатуру большую, рапу. Сейчас он включается. Есть. Так, нам нужен любой терминал, по идее. Давай. Загружайся. Терминал. Еще маленькое окошечко. Так. Термокс. Подойдет, наверное. Блин, ни хрена не вижу. Ля-ля-ля-ля. Там есть интересные вопросы? Читай пока.
На MLogic сайте даже нет 905X4 проца пока. Потому что SDK только-только выдали. И знаете, на чем выдали SDK? Для ATV выдали на 10-м андроиде, для AOSP 11. Поэтому девятка здесь не может быть 100%. Сейчас мы, ну, ребят, сейчас мы разбираемся. Сейчас разберемся. Со Сбербоксом это будет жестко. Так, ну давайте открываем. Давай. Блин, ни хрена не вижу. Кто-нибудь что-нибудь видит? Вообще. Так, давайте попробуем. Вообще ничего не вижу. Слепую сейчас напечатаю. Кат. Ок. Так, CPU. Там. Ой. Теперь блин, кто-то что-то видит. Тащи сюда телефон мне с этим. Или ноут тащи мне с большим экраном, чтобы я увидел, что в CPU инфо выдало. Мой ноут. Так. Сейчас мы все увидим. У меня есть CPU инфо с 905X4. Где этот? Все увидел. Сейчас, ребят, сейчас мы все увидим. Ох, видно было бы там что-то, а. Сейчас, ребята, терпение. Всем терпение. Сейчас мы увидим CPU инфо. Итак, это ARM V7 процессор. Я вас поздравляю. Дело в том, что S905X4 это ARM V8. Сейчас я вам это все покажу. Все, это не тот процессор. Держи. Сейчас я вам докажу, что это не тот процессор. Потому что вы видите сейчас на экране ARM V7 Proc. Я вам сейчас покажу, что выдает настоящий S905X4 Proc. Сейчас. Вообще такого уровня подделки, они, не часто такое встретишь. Сейчас я найду свою переписку с производителями некоторыми. А знаете, с производителями чего? Это я общался с производителем, с ребятами, которые пишут, сейчас, которые пишут Core Elec. Обрезать. Сейчас вы все увидите, ребятушки, мои родные, все, доказали. Ха-ха. А теперь смотрим. Вот что выдает у нас настоящий 905X4 процессор. ARM V8. ARM V8. Это ARM V7. Фух. Короче. Ох, да. CPU архитектура 8, а у нас с вами CPU архитектура какая? Сейчас мы захват экрана денем куда-то. Вернем на камеру. А у нас 7. Я вас поздравляю, господа. Это AMLogic S905X3. Нас жутко наклепали. Я не буду называть все своими именами. Не, просто вот мне пишут, вы разоблачили подпольную империю Китая. Но дело в том, что вот подделки такого уровня еще не было. Я вам серьезно говорю. Подделки такого уровня реально не было. То есть для того и проц перебили.
перебили проц, перебили CPU инфо, вернее, build prop подправили абсолютно все. Это не S905X4, это ARM V7. И, кстати, мы можем это, в принципе, увидеть в самом... А давай мне Микулка M6. Мы сейчас даже сравним с вами. Подождите. Сейчас вот мы зайдем в AIDA 64. Сейчас мы. Вы поймете, о чем я веду речь. Так. Где наш деревянный, который? Так. Вот мы сейчас то же самое проведем на Микулка M6. Вобьем просто-напросто терминал и посмотрим. Сейчас мы его найдем. Отключаем этот бокс веселый. И для сравнения включим Микулка M6 Deluxe. Все должно быть по-честному. Пульт мне нужен отнимать. Угу. Есть. Ну, ждем, пока загрузится. Угу. Все, включили. Ну что, как ощущение тех, кто мне доказывал, что твою налево, блин, бабл, там непроверенные поставщики, да там даже написано S905X4, блин, я честно вам говорю, я когда вскрыл, я сам засомневался, но CPU инфо не врет, если через терминал смотреть. Не, Коль, прошивать не буду, потому что, уже это CPU инфо, это ARM V7. Самое интересное, сейчас тебя китайское правительство организует хакерскую атаку. Это им придется организовывать хакерскую атаку на Google. Микулка H3 это вообще говно редкомастное. Я бы не советовал вообще покупать. Ох, как интересно. Вообще такая подделка. Блин, красивая подделка на самом-то деле. Давайте терминал сейчас установим. Во-первых, смотрите, как выглядит в AIDA 64 iMlogic S905X4. Вот мы сейчас сразу же пойдем и увидим. Центральный процессор, это у нас, вот смотрите, по 2 ГГц 4 ядра. То есть это вот сразу отличие первое. Теперь, когда заходишь в Android, у нас уровень API 29. И у нас есть в кодеках, смотрите, на аппаратном уровне. На аппаратном уровне я вам сейчас покажу AV1 кодек. Сейчас мы его найдем. VC1. Вот он. AV1 кодек на 905X4 есть. Пожалуйста. Теперь терминал с вами загрузим. Это уже последнее, что мы сделаем, чтобы вы поняли, что процы реально разнятся. Они просто-напросто разные. Так. Сейчас мы включим клавиатуру. Давайте. Так, терминал. Как же мне неудобно это делать онлайн. Но все ради вас, ребята. Все ради вас и ради той правды, которой нас... вот код терминал пойдет. Которые нас пытаются надурить китайцы. Вот реально очень обидный момент. Ребята-то понакупали уже. И меня проклинать будут. Ой-ой-ой. Так, ждем установки. Ждем установки. Так, что у нас там пишут вообще? Интересно. Меня матюкают сильно? Так. Киллер с Китая уже выехал. Да, ну, блин.
Да не знаю, китайцы, которые его собрали, превратились из желтых в зеленых. Бабл, привет. Да, привет. Сейчас уже будем заканчивать скоро стрим. Ждем, пока установится терминал. Давай, что ты там не хочешь устанавливать? Что за беспредел? Давай еще термукс поставим. Что-то у нас сегодня. Подождите, а чего ждать? У нас роутер вообще работает? У меня тут столько... Что-что? Светится, да? У нас просто трансляция и приставки подключены на разные роутеры, на абсолютно разные роутеры. Поэтому вполне возможно, что могут быть какие-то факапы. Так, давайте терминал. Ух, интересный момент, интересный. Онлайн первый раз такое делаю, конечно. Давайте включу нафиг вам. Ну что-то он не хочет загружать терминалы. Ну что такое? Ну только не на стриме, ребята, только не на стриме. И больше терминалов нет. Так, что у нас там пишут? Давайте пока на вопросы поотвечаем, пока он там что-то пытается установить. Так. Вопрос к тебе такого плана. Так, блин, я даже не успеваю читать. Самое интересное, знаете, что в данной ситуации? Что если вы купили и попробуете доказать, что это не 905X4, вы не сможете. То есть вы реально не сможете подать апелляцию. Вот это обидно будет. О, установился, ура! Или не установился? Написал установить. Что за беспредел? А, вот есть термукс установился, все. Ну что, попробуем. Эх, интересно сейчас будет. Давайте. Кат. Блин, у меня так клавиатура стоит неинтересно. Прок. CPU. Info. Тынь. И видим, что это архитектура проца 8. Пожалуйста, то, что я вам показывал. ARM V8 процессор. Это конкретно S905X4. То есть это два разных процессора. Все, ребят, доказательств мне больше не надо. Никому я больше ничего доказывать не буду. Хотите, покупайте. Но мы конкретно не рекомендуем вот это вот говно. Сейчас я вам покажу его. Вот это вот говнище мы не рекомендуем. Это обыкновенный H96 Max X3. И по сути нас просто-напросто надурили. Наежили, пи-пи-пи. И по-другому я сказать не могу. Ребят, нас просто кинули. При этом кинули очень красиво. Давайте я сейчас включу еще напоследок камеру. Уже подведем с вами итоги. Действительно очень красиво. Такого развода я не видел давно. То есть у нас сейчас стоит подключенный Микул КМ6. А здесь у нас... Давайте я деру. Кстати, радиатор вообще ни на чем. Он просто-напросто на скотче. Радиатор на обыкновенном скотче. Это самый обыкновенный, скотч. 905X4. То есть здесь написано 905X4. По факту это 905X3. Но... Есть как есть, ребят. Нас, откровенно говоря, обманули. Мы будем закругляться. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, конечно же. Делимся этим видео. Мы не дадим китайцам нас наегоривать. И, ребят, буду заканчивать стрим. Все, что мне требовалось, я вам показал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят. Сейчас мы завершим трансляцию. Завершаем.